сама нежность. Сережа, Ты не ожидала? я не ожидала, что это так вкусно. Этот рецепт супа из ваших комментариев. Ух, друзья мои, если бы вы только знали, как у нас сегодня вкусно. Рекомендую приготовить этот суп своим родным. Я уверена, понравится всем. И взрослым, и детям. Манник сегодня у нас. Любой суп начинается с бульона. В кастрюлю с холодной водой выкладываю косточки. У меня куриные, свиные, друзья, все, что нашла в холодильнике, даже шкурки от сала. Все. Накрываю крышкой, включаю нагрев и пусть потихоньку варится. Когда бульон начинает закипать, обязательно снимаю пенку. В ней нет ничего страшного, это просто свернувшийся белок. И все же по визуалу это не очень красиво. Добавляю несколько горошин душистого перца и немного соли. Прикрываю крышкой и убавляю нагрев на минимальный. Пусть просто чуть-чуть булькает, как на холодец. Тогда и бульон получится прозрачный и вкусный. И когда бульон готов, можно приступить к овощам. Одну небольшую луковицу на мелкий кубик. Небольшую морковь. Можно натереть на терке, а можно нарезать. Сегодня хочу что-то новенькое. И рядом веточку сельдерея. Сразу нарезаю картофель. У меня здесь 2 средних клубня. Достаем мясо. Оно уже хорошо сварилось, отдало свои вкусы. Мы потом мясо заберем, а косточки выбросим. А в кастрюлю запускаем наши нарезанные овощи. И сюда же картофель. Ой, уже красиво, посмотри как. Но это еще не все, друзья. Пока картофель с овощами варится, мы займемся манным тестом. Суп-то у нас манный. Беру широкую миску, мне так удобней. Столовую ложку сливочного масла. Я его заранее достала, чтобы оно было мягким. Потому как растапливать его нельзя. Немного разомну вилкой. Разбиваю одно яйцо. Немного перца. Немного соли. И растираю. И начинаю, друзья, добавлять манку. Обычная манная крупа. Для начала 3 ложки. Здесь очень важна консистенция. Если будет слишком жидкая, наши клетки просто распадутся в супе. Если слишком густое, они будут обыкновенные клетки, как на муке. А нам нужна нежность. Поэтому потихоньку растираем и добавляем. Для моего теста понадобилось 5 столовых ложек манной крупы. Вот такая вот мягкая густота у нас получилась. Тесто пусть пока постоит, а мы займемся мясом. Посмотрим, что у нас здесь осталось. Еще и суп мясной получится. Опа! Сейчас проверим картофель. Ой, я уже вижу, что он прекрасно сварился. И морковь тоже. Все. Можно запускать мясо. Какой супец красивый, наваристый получился. Как только содержимое кастрюли закипело, можно добавлять клетки. Чайной мокрой ложкой. Немножко отщипываю и в кастрюлю. Я люблю чем больше, тем лучше. О, они сами отпадают. И так, пока не закончится тесто. Вижу, клетки уже начали подниматься. Аккуратно перемешиваю. Красота какая. Добавляю 1 лавровый лист. Немножко сушеного укропа. Можно и свежего, конечно. Соль по вкусу. Немножко досаливаю. Бульон я ранее тоже подсаливала. Обязательно для мужа острых ощущений. Можно и побольше перца. Себе в тарелку, можно все. Какая добрая женщина. Даю супу хорошо закипеть. И можно наслаждаться. Ой, все,
Посмотрите, какие пушистые клетки. То, что нужно. Прикрою крышкой, чтобы было быстрее. Главное не переварить, буквально 1-2 минуточки. Они же маленькие. И выключаю нагрев. Как и каждому блюду, супу надо немножко настояться. И будем вкусно обедать. Ты знаешь, Сережечка, всегда ты кричишь, когда уже, когда уже. Сегодня я уж очень вкусно пахнет. Смотрим. Суп постоял 10 минут. Немножечко его взбодрим. Ой, такие клетки нежные получились. Ну, наливаю. Оп. Посмотри, какая красота. Это не только красиво, а это еще и вкусно. Я даже сметану добавлять не буду. Пока ты чуть-чуть, уже и забыла, что сказать. Ох, любитель он меня поперебивать, как дала бы ложкой. Они остались целыми, ничего не развалилось, воздушные. Ну и как же на вкус? Сама нежность. Сережа, Ты не ожидала? я не ожидала, что это так вкусно. Этот рецепт супа из ваших комментариев. Хозяюшки, от души вас благодарю за то, что делитесь такими классными идеями. Клёцки просто сама нежность. Манка напиталась этим вкусным бульоном. Они просто тают во рту. Этот сливочно-бульонный вкус манка совершенно не ощущается. Это что-то очень-очень интересное. Я прям в восторге. Это очень вкусно, Сережа. Девочки, красавицы, благодарю за то, что в комментариях делитесь своими интересными рецептами, а Анюта мне их... А Анютка их делает для всего мира и для своего Сережки. Благодарю вас. Это вот прям моя рекомендация. Мир вашему дому, счастья, благополучия, любовь в сердце.